Всех приветствую, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю второй расклад на тему, стоит ли вам открывать свое дело, открывать свой бизнес. Сейчас объясню, для кого будет актуален этот расклад и кому его стоит смотреть. Хочу обратить ваше внимание, что здесь идет не про перспективу вашего дела, которое вы собираетесь открыть. Это в большей степени, знаете, как являетесь ли вы предпринимателем, стоит ли вам за это вообще браться. Потому что, согласитесь, не у каждого есть предпринимательская жилка, не каждый способен грамотно выстраивать и свой рабочий график, и деятельность, и качественно предоставлять товары и услуги. Это может касаться абсолютно любой ниши, будь то вы крупный предприниматель, хотите таковым быть, или вы мастер, который работает сам на себя в любой нише. То есть мы сейчас с вами будем анализировать, стоит ли вам во все это углубляться и что вы сможете получить на выходе. Почему? Потому что кто-то из вас является исполнителем, кто-то руководителем, у каждого своя стезя в жизни. Абсолютно все быть предпринимателями априори не могут, поэтому наша задача прояснить этот момент. Я выложу 6 вариантов. Работаю сегодня с колодой Marigold Таро, показываю для тех, кто практикует сам. Вы концентрируетесь, ментально выбираете один из 6 вариантов, либо, может быть, выбираете ту карту, которая на вас смотрит. И смотрим, о чем говорят арканы. Итак, стоит ли вам открывать свое дело, стоит ли вам быть предпринимателем? Для тех, кто выбрал первый вариант, второй вариант, третий, четвертый, пятый, шестой. Арканы все хорошо помещаются в кадр. Думаю, ситуация вам хорошо видна. Если необходимо больше времени, вы ставите видео на паузу для того, чтобы сконцентрироваться и выбрать необходимую карту. Если вы готовы продолжать, то начинаем с вами читать арканы. Для тех, кто у нас выбрал первый вариант по королеве мечей. Здесь вне зависимости от того, какой стихии вы принадлежите, мужчина вы или женщина. Но эта карта показывает, что вы человек рациональности, с глубокой аналитикой, грамотным подходом. То есть вы любите структуру и более того, все просчитываете наперед. Это позволяет действительно грамотно подойти, проанализировать и нишу, которые вы хотите себе реализовать. И, в принципе, оценить, будет ли это дело конкурентоспособным, сможете ли вы достойно зарабатывать, и, в принципе, сможете ли вы не только идею сгенерировать, ее воплотить в жизнь и поддержать. Потому что, если смотреть на колоду четверка жезлов, ситуация у вас здесь стабильна, то есть может быть вопрос стабильности и процветания, но, тем не менее, раскроем этот аркан и посмотрим с вами по ситуации. Дурак, двойка чаш и четверка жезлов. Здесь карты показывают и дают ответ однозначно да. Особенно если это будет кооперация, если это будет семейное дело, семейный подряд, семейный бизнес. Здесь вы не только сможете сплотить людей, направить, курировать, делегировать обязанности, задачи, полномочия. То есть вы здесь ощущаете себя в своей стихии. Это однозначно ваше. Причем здесь это может быть как работа на дому, удаленного, в удаленном плане, и вы можете быть просто мастером, который работает сам на себя на дому, или вы можете быть специалистом, который открывает какое-то крупное предприятие, может быть даже цех, завод, где у вас в подряде будут работать люди. Потому что по пажу мечей, еще раз повторюсь, это грамотный аудит, это грамотный подход и как следствие получение необходимого результата. Поэтому такие задатки и навыки у вас есть. Однозначно стоит их раскрывать и стоит их анализировать. И если вы задумывались все-таки открывать свое или не открывать, то, как показывают арканы, для вас это будет продуктивно. Действуйте, дерзайте. Паж жезлов — это импульс, это мотивация. Тройка пентаклей, четверка монет — это создание и рабочих мест, и, в принципе, сплоченный труд. Это работа, опять же, в коллективе, это организовывать коллектив, организовывать рабочие места. Поэтому вы здесь будете на своем месте. Поэтому единички, у вас здесь все супер. Для тех же, кто у нас выбрал
Второй вариант. По шестерке жезлов. Ну, шестерка жезлов это, в принципе, карта победы, карта успеха, достижений, триумфа. Поэтому в плане предпринимательства однозначно да. В особенности, если это касается ниши, связанной с туризмом, с доставкой, таксопарк, или вы можете давать там автомобили в лизинг, это продажа автозапчастей, это СТО, это АЗС, это в принципе все, что напрямую или косвенно связано с транспортировкой грузов, с перевозками, доставкой, вопросами логистики, ну и всем остальным. Опять же, шестерка жезлов, вы можете здесь набирать даже команду, быть в HR, которая набирает сотрудников в какие-либо рейсы, потому что шестерка жезлов это формировать команду, группу людей, которую вы будете курировать, да, и отправлять на заработки. Поэтому на ваш вопрос, стоит ли себя пробовать в качестве предпринимателя и открывать нечто свое, однозначно да. Я понимаю, что не все ниши, которые я озвучила, всем подходят, да, это, скажем так, очень узко, очень точечно я вам подала информацию, но если будем смотреть вообще в целом, у двоечек, тройка чаш, император и туз монет, он же туз колец, здесь у вас жилка, здесь у вас характер, есть внутренний стержень, который позволяет и выстраивать дипломатичные связи с людьми, находить контакты, чувствовать заказчика, понимать, что нужно нести в массы. Более того, контролировать, регулировать все процессы и получать приличный доход. То есть здесь фактически вы, не могу сказать, что делаете деньги из воздуха, это не совсем так. Но по арканам можете получать максимум выгоды из того, чем вы занимаетесь. Поэтому, как показывают и анализируют карты, действуйте, у вас здесь будет получаться. Причем вне зависимости от того, вы просто, как говорю, маленький предприниматель, который работает сам на себя, или вы открываете большой какой-то коллектив, который, может быть, работает на вас и в вашем подряде. Смотрите, четверка колец, король жезлов и девятка колец. Доход, предпринимательство. Опять же, здесь доход без особых усилий. Почему? Потому что по этим картам это могут быть и вопросы аренды, когда вы людям сдаете, там, не знаю, кабинеты, сдаете помещения, и здесь, по сути, без особых усилий получаете доход. Это ситуация, когда вы стабилизируете все процессы и получаете выгоду по максимуму. Поэтому двоечки, дерзайте, пробуйте, у вас здесь все получится. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант, что здесь? Четверка мечей. По четверке мечей я бы сказала, что здесь в большей степени это пассивный источник дохода, нежели предпринимательство в прямом ключе. Сейчас объясню. То есть, либо вы во что-то инвестировали и получаете с этого деньги, либо, но это реже, здесь может быть доход от интеллектуальной деятельности или все, что касается отдыха, спа-процедур и вопросов восстановления. Так ли это? Давайте смотреть, давайте анализировать. Для тех, кто у нас выбрал третий вариант. О чем конкретно здесь говорит у нас четверка мечей. Если мы посмотрим, здесь у нас ложится рыцарь монет, справедливость и аркан суд. Здесь официальный источник дохода, здесь без особых ваших действий, потому что рыцарь пентаклей это все-таки инвестиции, то есть вы вложили и в большей степени для многих. Еще раз, это недвижимость, это гостиничные рестораны, бизнес, это сдача как коммерческой, так и жилой недвижимости. Ну, то есть все, что связано с этой тематикой, это будет вам приносить действительно хороший доход, хорошие дивиденды, но я не могу сказать, что вы здесь выстраиваете какую-то команду. Здесь этого абсолютно нет. По колеснице, вот как в качестве допа, вы можете быть независимым экспертом, но в этом случае это будет вопрос консультирования и интеллектуальной практики. Но это не создание какой-то группы лиц, которые работают на вас, то есть и вы тянете какой-то коллектив. Нет. Здесь максимум это, то есть, индивидуальная работа, но основное это пассивный источник заработка. Поэтому на ваш вопрос, стоит ли вам быть предпринимателем, я бы назвала, стоит быть узкопрофильным специалистом. Но здесь не про коллективы, не про массы, не про заводы, назову это так. Хорошо, ну давайте еще как контрольный такой для вас. Хочу открыть, посмотреть рекомендацию от карт.
Рекомендация от карт. Тройка жезлов. Да, действуйте, работайте, но еще раз повторюсь, это больше как связи общественностью, это вопросы коммуникации и пассивный источник дохода. Все. Никаких больших коллективов, групп и создания предприятий, здесь об этом речь не идет. Если мы будем с вами смотреть четвертый вариант. Рыцарь мечей. Ну, рыцарь мечей у нас в большей степени как приглашенный аудитор, приглашенный эксперт. Эта карта сама по себе не показывает, что есть задатки или есть возможность быть предпринимателем. Ну, давайте раскрывать, давайте смотреть. Луна, семерка чаш и семерка колец. Во-первых, очень много страхов, много неуверенности. Вы часто выдаете желаемое за действительность. Здесь как витать в облаках и быть оторванным от ситуации. Помимо всего прочего, по семерке колец вы очень часто нерешительны. Вы боитесь итога, к которому можете прийти. Причем по рыцарю мечей это рубить с плеча. То есть малейшая какая-то неудача или промах, у вас будут опускаться руки. И более того, вы будете делать виноватыми всех вокруг вас, но только не вы сами. Поэтому от предпринимательства, к сожалению, или к счастью, вы здесь далеки. Почему к счастью? Потому что не могут быть все предпринимателями. У каждого из нас своя кармическая задача, и ваша заключается не в этом. Но сейчас еще хочу проверить, посмотреть, можете ли вы работать как индивидуальный мастер вот такого плана. Нет, здесь созависимость, потому что вот дьявол, четверка монет и суд. Это работает на кого-то. Это наемный сотрудник, это наемный персонал. Здесь не о предпринимательстве. Даже если вы наймете какое-то административное лицо, которое будет управлять вашими активами и, допустим, бизнес курировать от вашего имени, ну, честно, вы просто будете обворованы и по факту, могу сказать, останетесь ни с чем, потому что тройка пентаклей, император на вас здесь будет зарабатывать, а вы по пятерке мечей останетесь с голой пятой точкой. И, как следствие, все равно здесь по итогу прогорите. Поэтому нет в этом никакого смысла. Так, переходим с вами к пятому варианту. Что у нас здесь? Пятерочки. По повешенному, ну, я могу предположить, что по повешенному могут быть тренер, мастер пилатеса, йоги, мануальный терапевт, биоэнергетик, анестезиолог. Но опять же, анестезиолог — это наемный сотрудник. Здесь вряд ли вы можете, скажем так, работать сами на себя. Ну, давайте раскрывать, смотреть. По повешенному может быть единственное, как индивидуальный предприниматель, это эзотерик. Смотрим. Туз чаш, туз мечей и восьмерка чаш. Нет, здесь желание работать для себя и не нести никакой ответственности. Поэтому здесь речь только о наемном персонале. Потому что туз чаш — это работать в удовольствие, туз мечей — не нести никаких официальных обязательств. Восьмерка чаш — это, в принципе, уходить от каких-то проблем, тягот, решения официальных вопросов и прочих моментов. Поэтому для тех, кто выбрал пятый вариант, здесь не о предпринимательстве. Да, вы можете как независимый тренер, эксперт, например, работать в нескольких клубах, но в любом случае вы там идете не на своих условиях, а на условиях того клуба, который вас принимает. Паж монет, пятерка жезлов и король чаш. Вы, во-первых, очень сильно боитесь конкуренции, о том, что нужно держать руку на пульсе, постоянно совершенствоваться, развиваться. Вам важнее состояние покоя, ощущение защищенности. То есть вы не готовы брать на себя эти лишения, тяготы жизни, постоянно находиться в состоянии стресса, выводить свое дело в нужное русло. Не об этом. Жрец, туз, пентакли, солнце — это максимум все, что у вас может быть как побочный продукт. Это монетизировать ваши знания, ваши навыки в качестве обучения, семинаров и так далее. Но опять же, здесь все равно вы это будете совершать как приглашенный специалист. То есть не как независимый эксперт или человек, который работает сам на себя. Поэтому вот такая здесь картина. Далее. Шестой вариант. Десятка жезлов. Ну, могу сказать так, потому что ситуация уже, в принципе, здесь очевидна. Вам это будет не по силам.
Не потому, что вы там глупые, не дотягиваете интеллектуально. Здесь, возможно, непонимание процессов, непонимание структуры и, как следствие, как это все ухватить, как это все координировать и, по сути, это развивать. Ну, давайте смотреть. Нет, сами однозначно не справитесь. У вас здесь ложится паж монет, шестерка монет, ну, кольца, да, и пятерка жезлов. Во-первых, нет того опыта, навыков и знаний. Более того, сами боитесь, вам нужна помощь, поддержка, то есть это соучредительство. И более того, пятерка жезлов вам крайне сложно и тяжело будет воспринимать и тянуть конкуренцию. То есть анализировать рынок, смотреть конъюнктуру рынка, делать выводы, постоянно держать руку на пульсе, стремиться менять. То есть это не ваш вариант. Солнце, королева жезлов и семерка колец, она же семерка монет. Вам намного комфортнее, спокойнее, да, строить свою карьеру, но работать по найму, как следствие не ожидать каких-то здесь перипетий и как следствие не переживать по этому поводу. Потому что вы четко знаете, что конкретного числа вам капнет там оклад, зарплата, премии, бонусы. И вам здесь не о чем будет беспокоиться. Вы выполняете тот объем работы, который вам предписан. Ну и по сути... Не то, что вам больше не нужно. Вас эта ситуация устраивает, и менять в ней вы ничего не намерены. Но даже, скажем так, пойдем конем, проанализируем здесь ситуацию, потянете ли вы все-таки свое дело. Нет, здесь только влезете в кредиты, в созависимости, как следствие, все равно нужен будет человек, который вас будет вытягивать из этой петли. Поэтому вопросы предпринимательства – это не ваша стезя. Мои хорошие, ну такой у вас расклад, такая информация. Я надеюсь на то, что она вам будет во благо. Вы, пожалуйста, в любом случае дайте знать, напишите мне, как у вас отыгрывается информация, созвучна ли она с вами, с вашей ситуацией, с происходящим. Поэтому жду от вас энергообмена в комментариях. Благодарю каждого из вас за лайки, за донаты. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних видео. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч.